Букмекеры их ненавидят, так как эти игроки по большей части в плюсе. И статус ВИПа он еще не заслужил. Поэтому жопу лизать ему никто не собирается. Блокируют профессиональных игроков, которые могут повлиять на коэффициенты. Вот ты сидишь, делаешь ставки, думаешь, что ты умнее букмекера, что ты его переиграешь. Но вот вопрос. Ты хоть знаешь, к какому типу игроков он тебя относит? Или ты думаешь, что все игроки одинаковые? Не зная этого, ты как слепой на минном поле. А ведь именно эта метка определяет, плюсовой ты игрок или минусовой, ушлый или лох. Сейчас расскажу. Букмекер, как и любой работодатель, отсеивает нас по типу. Кому-то привилегии, подкармливает, можно опоздать, бонусы какие-то выдает. А кто-то на карандаше с тобой ведут разговоры с презрением, давят в пыль. К первому типу игроков я отнесу VIP игрока. И поверьте мне, это не знак успеха, это клеймо. Это как быть скуфом в наше время. Этакий неконтролируемый лудоман. Для букмекеров это как теплое дрожжевое тесто. Поставь тепло, укутай и жди, пока поднимется. Такой мамин пирожок, если вы поняли, о чем я. Раньше VIP-игрок считался тот, кто проигрывал более 10 миллионов рублей в год и выше. Но сейчас, я думаю, планка снизилась. И надеюсь, что вы, друзья, проверять ее не будете. У него максимально огромные лимиты на ставки, иногда даже превосходящие в десятки раз обычных игроков. Его никогда не блокирует букмекерская контора, а на ставочном сленге это называется не режут. А наоборот, дают комфорт, личного менеджера, дарят подарки, поездки, облизывают со всех сторон, пытаются быть его друзьями. У букмекерских контор есть специальные отделы, которые следят за настроением VIP-игроков. Если он не поставит пару дней, они ему звонят, пишут, предлагают эксклюзив, фрибеты и даже дают в долг. Он часто агрессирует на них, орет, если они не занимают ему денег на ставки. Говорит, что больше не будет ставить у них, уйдет в другую букмекерскую контору, но через пару деньков он снова возвращается в эту же букмекерскую контору, как ни в чем не бывало. А знаете почему? Потому что VIP он в этой конторе. В другой конторе он обычный игрок, никому не нужный кусок мяса. И статус VIP он еще не заслужил. Поэтому жопу лизать ему никто не собирается. Таковы реалии и печальная жизнь для VIP. Этот человек настолько импульсивен, что решение, на что поставить, занимает у него не больше 5 секунд. Лайвисты его ненавидят и обожают. Он часто попадает в ловушки быстрых кэфов. Чуть нечет, вот это их тема. Иногда VIP-игроки могут просто прийти, одним кликом проиграть или выиграть пару миллионов. Лайвисты очень боятся этих игроков. Букмекер всегда в плюсе, он получит свою маржу. А лайвист, если проиграет на таком матче, то он останется без зарплаты. Но очень часто бывает так, что выиграв у одного лайвиста, он тащит деньги другому. Деньги из конторы, разумеется, никуда не уходят. По внутреннему сленгу в букмекерской конторе таких игроков называют желтый игрок, золотой игрок и, как вы уже догадались, чаще всего его называют просто лох. Жалко, что он этого не знает. Второй тип игроков, который я выделил для себя, это обычный игрок, непомеченный. Этот тип мой самый любимый. Примерно в 95% случаев я начинаю играть именно с него. Это новорожденный в мире ставок. Лудомания только начинает маршировать в его жизни. Если, конечно, вы не накосячили и неправильно зарегистрировались. Смотрите первый ролик, там много интересного. Тут я вам уже ничем не помогу, и вам останется попрощаться со своим счетом, так как дальнейшая активность на вашем аккаунте будет бесполезной. Поэтому советую поставить тут на паузу и посмотреть прошлые ролики. Я не просто так выстроил такую последовательность своих роликов. Еще один из вариантов непомеченного игрока – то, что он проигрывает. Не такие большие суммы, как VIP, но все же. Или держит свой оборот счета в нуле. То есть он не выигрывает и не проигрывает. Такую игру я называю «топчется на месте». Он в замешательстве. Ты для него тайна, покрытая мраком. Либо начинаешь пробивать дно, проигрываешь все больше и начинаешь постепенно двигаться к VIP-игроку, при этом оставаясь в непомеченном статусе. Либо выигрываешь денег, букмекер, разумеется, обращает на тебя внимание, и ты получаешь пометку на свой аккаунт, о котором мы поговорим ниже.
Очень часто фрибеты помогают букмекеру понять, откуда пришел игрок. Кто-то из футбола, кто-то из боев ММА, кто-то из киберспорта. В итоге этот тип игроков имеет чистый аккаунт. Коэффициенты в идеале. Никаких ограничений со стороны букмекерской конторы. Букмекер на тебя еще не обратил своего взора. Частенько хитрый букмекер подкидывает нам фрибеты, чтобы понять, бонус-хантер ты или обычный игрок. О бонус-хантерах мы поговорим попозже. Недавно я увидел статьи, может ли букмекер блокировать счет и почему. И там очень интересный ответ про блокировку. Поставьте ролик на паузу и напишите в комменте, что вы думаете, вашу догадку. И знаете, что там написано? За успешную игру на ставках. То есть выигрывать нам уже запрещено. А проигрывать, пожалуйста, никто не будет блокировать твой аккаунт. Мы тебя еще випом сделаем. Подарки будем дарить. И где справедливость? Не будем исключать и случаи недобросовестного букмекера. Найти бы добросовестного. Некоторые букмекерские конторы могут блокировать счета успешных игроков, используя сомнительные поводы. Как отмечают специалисты, с тех пор, как интернет стал более прозрачным, букмекерские компании все чаще прибегают к различным ограничениям успешных игроков. Причем, если раньше сотрудники контор старались вычислять действительно профессиональных беттеров, то сегодня даже новичку достаточно получить пару крупных выигрышей, чтобы попасть под санкции. Из этой статьи меня смутило одно предложение. Сейчас прочитаю. Причем, если раньше сотрудники контор старались вычислять действительно профессиональных беттеров, то сегодня даже новичку достаточно получить пару крупных выигрышей, чтобы попасть под санкции. То есть это нормально, вы считаете? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. То есть если человек выигрывает, занимается профессионально ставками, анализирует так же, как и они, и выигрывает у них деньги, то ты плохой игрок, надо тебя заблокировать и выкинуть нахер. А если ты проигрываешь, то ты нормальный дружок наш, кентярик, лошарик, да? То есть так мы живем. То есть игра в одни ворота получается. Давайте поговорим о тех букмекерских конторах, которые вы знаете, которые на слуху. Вот такой пример от уважаемых помогаторов. Они типа решают ваши проблемы. Помогают вывести деньги для вас, принимают жалобы на букмекерские конторы, на рейтинг которых вы никак не можете повлиять. Там все равно будет 5 звезд, я вас уверяю. Которые рекламят на своих сайтах и дают всем псевдоконторам 5 звезд. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Если же нет, напишите либо сюда в комментарии, либо в Telegram. Я вам обязательно отвечу. В некоторых букмекерских конторах блокируют профессиональных игроков, которые могут повлиять на коэффициенты. Так компания пытается защитить остальных пользователей. Какие же пиздатые букмекеры защищают нас, остальных пользователей, от профессиональных беттеров. Вы представляете? Которых всего 3 человека в мире, которые не смогут сдвинуть эту линию, даже если захотят. Букмекеры – это просто ангелы-хранители. Разумеется, большой брат букмекер не скажет, что профессионалы не смогут сдвинуть линию, так как их очень мало. Да-да-да, суд нам в уши из-за нашего незнания ситуации. Не смотрите на Дрейков и прочую нечисть, которые ставят миллионы долларов, показывая на всеобщее, так как деньги принадлежат не им, а конторе. Это делается для рекламы этой шарашки. Плюс некоторые букмекерские конторы слизывают все зарубежных букмекеров, и двигать линию они не будут. А знаете почему? Они не настолько характерные, чтобы давать коэффициенты, разнящиеся от топ зарубежных букмекерских контор, так как их разорвут вилочники. И об этом мы тоже поговорим позже. Короче, лепят отмазки и объясняют это людям, которые этого не понимают. Максимум, что мы, те, кто играет на помойной линии, об этом, кстати, я тоже снимал ролик, посмотрите, чтобы понимать, куда вы вообще полезли. Мы можем сдвинуть линию, но только слабую, и то проставив 10 тысяч. И сдвинется она не от суммы, от того, что сыкливый букмекер из-за своей профнепригодности начинает двигать котировки в конвульсиях. Не понимая, почему ему вообще поставили ставки, отвлекли от ковыряния в носу. Он начинает потеть от того, что не может посмотреть эти котировки в зарубежных букмекерских конторах, так как они не дают на это ставить. Он не знает, где сравнить кэфы. Брать ответственность на себя он не хочет.
Далее он начинает метить игроков, отправлять в службу безопасности. Те сотрудники, не умнее этого, начинают кидать вас к типу помеченных или полупомеченных, даже не разобравшись в ситуации. В итоге он говорит лайвисту: да-да-да, они плохие игроки, блокируем их. Потому что разбираться никто не хочет в этом. Им этого не надо. Еще он может сказать лайвисту, чтобы тот сделал матч левак, снизил лимиты и чтобы матч спокойно закончился. Чтобы не заморачиваться с матчем. Зачем ему это надо? Искать инфу. Почему пошло такое движение котировок? Он хочет тупо ни хера не делать. Короче, не от большого ума они это делают. А нужно всего лишь пнуть букмекера, который написал котировки на этот матч, и чтобы он еще раз проанализировал его, а не прятался за котировками других контор. Ща на наглядном примере вам все покажу, и вы поймете, как это происходит. Как некоторый бестолковый букмекер может метаться из стороны в сторону из-за своей бездарности. Матч Эстонии по футболу. Лайвист достает матч и дает на P1 2.15. Далее ему начинает ставить на первую команду, это вы можете видеть, как тускнеют котировки. Лимиты копейки, примерно около 3000. Плюс стоит блок на события. После каждой ставки блокируется кэф. Вы не сможете заспамить его. И всего лишь за 4 минуты с коэффициента 2.15 он снизил до 1.05. Проставили ему смешные деньги, это не те суммы, чтобы двигать кэфы. Итог: лайвист вышел неподготовленный, а знаете почему? Первая команда профи, а вторая любители. Допущена грубейшая ошибка в котировках. Поэтому писать, что мы можем двинуть линию, да еще и белую, крепкую, но это полный бред. А помойная линия двигается не копейками, от которых букмекеру ни холодно, ни жарко, а сыкливым, неподготовленным букмекером. И беспокоиться о вашем благополучии они никогда не будут. Так что снимайте лапшу со всех мест и поехали дальше. Мусолить это можно вечно. Следующий тип игроков — это полупорезанный или полупомеченный. Ты уже на карандаше в букмекерской конторе. Лайвист где-то на тебя стуканул, отправил в службу безопасности твой аккаунт. Она в свою очередь подрезала лимиты вдвое и добавила задержки на ставки примерно тоже в 2 раза. К примеру, если у обычного счета на максимальную ставку будет 20 тысяч, а время приема ставки 3 секунды, то на полупорезе вы увидите 10 тысяч на максимальную ставку и примерно 6 секунд на прием ставки. Некоторые букмекеры режут коэффициенты на ваши ставки, то есть добавляя к ним еще и маржи. Соответственно, если был коэффициент изначально 1.85 на 1.85, то у вас будет примерно 1.6 на 1.6. Но это очень зашкварные букмекерские конторы, и с ними лучше не работайте, обходите их стороной. Пометить вас могут просто так, как мы выяснили в пункте выше про обычные счета. Бывает, что ты можешь поставить на матч, где началась суета с хаотичным движением котировок. Ну ты понял, мы выше немножко говорили про припадочного букмекера. Котировки скачут в разные стороны, и ты поставил просто по фану. Но не было больше событий кроме этого. И тебя по ошибке пометили как подозрительного. Либо ты спамил ставками. Хотел проставить 5000, а лимит был 1к. И вот эти вот 5 ставок по 1000 вскружили голову лайвисту. Он испугался и отправил тебя в службу безопасности на проверку. А возможно, ты просто стал разбираться в ставках и получил такой статус счета. Выиграл небольшую сумму, и букмекер тебя покромсал. Писать в службу безопасности или админам, чтобы они вернули вам прежние лимиты, нет смысла. Они напишут вам шаблонно о регламенте, пункте правил, о том, что букмекер может делать все, что захочет, вертеть вас как захотят, ну это грубо говоря. Но не расстраивайтесь сразу, такой счет может быть гораздо эффективнее, чем чистый обычный счет. В следующий раз, когда вы будете совершать ставки, лайвист уже не так яростно будет стукачить на вас, так как вы уже помечены, и отправлять вас в службу безопасности во 2-й раз, но не будет смысла. Но если вы выиграете крупно или поставите большую сумму на этот матч, лайвист вас отправит снова в службу безопасности. И итог будет таковым: вам запретят делать ставки у них, и начнется аттракцион под названием верификация. И вас начнут задалбливать бесполезными фотографиями. Протягивать и задрачивать вас максимальное время, чтобы ваши деньги оставались как можно дольше у них. А может, забудете? Очень многие люди забивают на такие проверки и дарят деньги букмекеру. Таких случаев куча. Некоторые пугаются на всякие пометки, типа вас посадят, вы нарушили правила букмекерской конторы, о которых букмекер должен сообщить соответствующие органы и так далее. Если сильно страшно, идите к юристу, он вам все расскажет обо всех этих полоумных угрозах со стороны букмекерских контор. Они хотят всего лишь прикарманить ваши деньги. Берегите себя и свои нервы, не отдавайте им свои деньги. Следующий тип игроков — это помеченный игрок.
Эти ребята что-то понимают в ставках. На сленге букмекеров их называют красный, порезанный и ушлый. У него урезан лимит в 10-кратном размере на максимальную ставку на определенный спорт, либо на все спорты сразу. Задержки на прием его ставок примерно 12 секунд. Играть на таком аккаунте практически невозможно. Порезка такого аккаунта может быть как случайно, так и от твоего профессионализма. Еще один вариант такой порезки – вы снова накосячили в регистрации, либо спалились на IP-адресе. Возможно, купили БУ телефон и зашли в свою букмекерскую контору. И оказалось, что на этом телефоне уже кто-то играл до вас. Соответственно, это устройство уже заражено. Об этом я тоже говорил в первом ролике. Посмотрите все по порядку, и тогда вы начнете понимать вообще, что происходит в этих ставках. Бессмысленно повторять все в каждом видео. Очень часто из-за криворуких лайвистов страдают обычные игроки, которые не представляют никакой угрозы. О чем я говорил выше. Ты поставил, он зассал, стуканул, тебя порезать. Все. В итоге обычный игрок по ошибке лайвиста становится плохим порезанным игроком. Сам игрок не понимает, что вообще произошло, куда он поставил. Получил незаслуженно статус ушлого. Таких игроков букмекер презирает. С таких счетов не выкачать бабок, и поэтому сотрудничать он с вами не хочет. Им нужны только лохи или кто косячит с правилами. Лайвисты боятся таких игроков. А знаете почему? Потому что в их голове запрограммировано: если красный игрок плохой, порезанный, куда-то ставит, значит он что-то знает. Так как думать и анализировать лайвисты не хотят, они просто пляшут под дудку плохого игрока и начинают прогибать котировки под его ставки. Есть еще типы игроков, но это больше, наверное, подтипы тех, кого мы описали выше. Вилочники так называемые. Они плохие игроки, счета у них либо полупорезанные, либо порезанные. Букмекеры их ненавидят, так как эти игроки по большей части в плюсе. Если все делать правильно, конечно, и успевать ставить. Эти люди в разных букмекерских конторах ставят на противоположные исходы, чтобы быть гарантированно всегда в плюсе. В правилах у букмекера написано, что игрокам запрещено играть в вилки. Сейчас расскажу, что такое. Рассмотрим на примере первого матча футбола. Двухисходка, чет и нечет. Коэффициенты 2.02 в разных конторах на разные исходы. Соответственно, 1000 рублей мы ставим на нечет в одной конторе за 2.02 и на чет за 2.02 в другой конторе тоже 1000 рублей. Но почему запрещено? Не допускайте этих вилок, в чем проблема? И ставят они в разных букмекерских конторах. Вам какое до этого дело? В общем и целом, по мне так полная бредятина. То есть букмекер лезет и в ваш карман, и в карман чужого букмекера. Букмекер закрыл любой доступ к прибыли. Выигрывает у них мизерное количество людей. Некоторые букмекерские конторы обворовывают огромное количество людей из-за их ошибок при регистрации. Да и лудоманов, которые всирают им все свои деньги, тоже куча. Они просто говорят: вилки играть нельзя, это плохо. А задашь им вопрос «почему?», последует ответ «потому что». Чушь полнейшая. Это как поговорить с голодными гиенами, чтобы они не отрывали от вас куски. Пишите в комментах, что думаете по этому поводу. О вилочниках. Еще один подтип обычных игроков – это бонус-хантеры, ваши любимые. Почему я отнес их именно к обычным игрокам? Да все просто. Потому что бонусы и фрибеты даются только новым игрокам. Обычно они берут два аккаунта с фрибетами, ставят двухисходку противоположно и получают прибыль. Эти ребята ничего не нарушают. Они пользуются добротой букмекера, который хочет затянуть тебя на дно. Разве не справедливо? Букмекер в знак своей доброй воли дает тебе фрибет. Ты его ставишь. Так в чем проблема? Почитайте в регламенте в правилах про фрибеты и акции. Там много чего интересного. А вы знаете, что букмекер по своему усмотрению, что является частым явлением, может отменять ваши выигрыши с фрибетов или бонусов? То есть ты поставил фрибет, выиграл, а он тебе его не выплатит. Мы уже видим, что некоторые букмекеры не считаются ни с кем, делают все, что захотят и когда. Есть еще мультиаккаунтеры, только я не знаю, к какому типу или подтипу их отнести. Их счета живут недолго, они уже изначально прокляты. Это те, кто создает кучу аккаунтов на своих родственников с одного IP-адреса. Видимо, они не смотрели мой первый ролик. Очень часто один из членов семьи создает счет на своего мужа или жену, родственников и сидит в одно и то же время, ставит ставки со всех этих аккаунтов.
Это сразу отслеживается и моментально блокируются такие аккаунты. Но далее из роликов выше, как вы уже поняли, их либо мучают проверками, либо просто обнуляют. Очень модно стало отправлять нечестно заработанные деньги на всякие благотворительности, чтобы закрыть глаза людям, поддерживать всяческий спорт и так далее. Это круто, конечно. Плюс колоссальная реклама добра, она очень глубоко запечатывается в нашей голове. Но по сути, это деньги с ваших счетов, где вас обнулили, заблокировали ваши личные счета, которые вы оставили просто так, испугавшись букмекерских угроз. И ваши деньги идут на эти благотворительности. Но о вас никто не говорит и никогда не вспомнит. Но почему они не выделяют деньги на лудоманские программы? Ведь им тоже нужна помощь в лечении и реабилитации. Я уверен, что многие хотят бросить эту пагубную привычку ставить. Это огромное количество крепкого, здорового населения страны. Но, увы, лудоманы никому не нужны. Это кормушка букмекеров. Помогать им, разумеется, невыгодно. Тогда эти люди перестанут нести все свои последние сбережения. Поэтому надо было... А что не перелистываешь? Интересно стало, да? Подпишись на канал Ебанько. Увидимся через месяц. Спасибо!